Если вы думали, что жизнь сталкера — это вечная борьба морали, добра и зла, познание неизведанного, артефакты, братки, бандосы, зона, то вы очень сильно заблуждались. Жизнь сталкера заключается в вечной борьбе с собаками и крысами. Познание нового, что вкуснее, хвост крысы или собаки. Принеси, подай, ты ж недавно в зоне. Так вот, тут неподалеку бегают собаки. Поубивай, принеси мне мясо, мы с братками захаваем. А что ты получишь? Правильно, бесценный опыт. Бесценный опыт твоей психологической травмы. Ребята из мобильных технологий дали ответ всем сталкерам, и называется этот ответ Stay Out или Stalker Online. Сие произведение появилось в мире в 2013 году под названием Stalker Online. В 2019 году появилось в Steam в раннем доступе, но уже под другим названием Stay Out. Такие меры были приняты из-за авторских прав, так как все, что хотя бы косвенно касалось сталкера, сносили к ебени матери. Григорович там совсем похудел от жадности, хотя раньше положительно отзывался о подобных проектах. Но окей, не будем забегать поперед батька в пекло. Начнем с сюжета, а именно с первой обучающей локации, где и будет поставлена жирнющая точка в нашем путешествии. На мое скромное мнение, это самая интересная часть игры. Начинаем в глуши леса, перед границей самой зоны. Попасть в зону просто так не получится. Для этого нам-то и нужен проводник. Первые 10 минут ничего особенного, нас учат бегать, лутать палки, принимать пищу и так далее. На складе находим труп, и рядом с ним артефакт бублик. Из-за него, собственно, мы и теряем сознание. Так это шо получается, подстава? Просыпаемся запиской в кармане от Харона. Это наш проводник. Он рекомендует нам побегать по поселению, поспрашивать, кто чем занимается, и сходить на склад за оружием, оставив нас самих с небольшими припасами. Бежим в деревню Зеленогорская и знакомимся с местным Васечком по имени Владимир Ильич. Наш герой изо всех сил старается как можно скорее покинуть это место и отправиться в Любич. Но Владимир Ильич рекомендует для начала нам нажиться хабаром, так как путь может быть опасен. Помогать Ильич просто так по-братски не хочет. За патроны просит травки принести, просим его отвезти нас в Любич, на что получаем отказ. Да и вообще говор какой-то подозрительно странный. К тому же... Короче, после нескольких минут уламываний он все же нам дает ключ от склада, где сможем найти винтовку. На людей не пойдет, а для охоты самое то. А охотиться нам придется, ведь нужно как-то питаться. Прибыв на склад, перед этим поползав в подземке, кстати, с неплохой такой атмосферой. Мы находим саму винтовку и кое-какие ресурсы. Хорошо, это нам пригодится. Бежим назад к Ильичу и расспрашиваем о нашем закадычном друге Хароне. Сам Ильич не верит нашему главному герою, что тот потерял сознание, нашел артефакт бублик и так далее. Говорит, мол, может тебя еще и сам Харон сюда привел? По странным стечениям обстоятельств все было именно так. Но многие прибывшие сюда новички Ильичу рассказывают одну и ту же историю. Собственно, из-за этого он уже мало кому верит. Ильич говорит, мол, коль хочешь ты, милздарь, узнать, чем дышит, что употребляет, а также чем какает Харон, пойди на брошенную хату по тропинке к северо-западу. На камне в форме зебры поверни налево. 3 раза попей водички у озера, разожги костер строго в 16-19. Убей 2 крыс, а из хвостов сделай форму креста и сожги. Тогда-то и произойдет выброс, и после заката тебе откроется путь к брошенной хате Харона. А после уже походи, покемарь, поизучай. Может он что туда и скрывает. В брошенной хате Харона нас ожидает сталкер. Ну как нас? По факту он ждал Харона, а тут объявились мы. Сталкер не выглядит довольным жизнью, и ему явно не нравится Харон. Немного покумеков, сталкер предлагает нам за любую информацию, которую мы нароем на Харона, дать на выбор лекарства, патроны или деньги. Вернувшись к Ильичу, расспрашиваем его про Харона. Но Ильич умный мужик. Говорит, мол, убей 5 собак и принеси мне их уши и хвосты. Сварю-ка я себе супчика и расскажу тебе то, что знаю. Задача эта простая. Правда, не люблю я болото, но ладно, ради халявного навара можно и покопаться в дерьме. Владимир Ильич говорит нам, Хорон, который нас привел, это скорее всего не тот Хорон, так как первый Хорон ему за 70 лет, а тот Хорон, который нас привел, ему около 40. Говорит, что Харон первый также был проводником, приехал сюда не так давно, поселился как отшельник в заброшенном доме и жил не тужил, но сказал, что задерживаться не собирается, так как есть дела, и куда-то пропал. Вот его и ищет сталкер, что надобно непонятно, но можем предположить. Тут же нам дают выбор, соврать насчет сталкера или сказать правду, что Харона кто
кто-то разыскивает. Я же решил соврать. Бежим на ЖД-станцию, знакомимся с местным барыгой. С его помощью мы можем покинуть это место на дрезине. Сам барыга, скорее всего, бандос, это понятно по его диалогу. И то, что он нам обещал золотые горы. Мне это понравилось, и поэтому я выбрал путь через барыгу. Но покинуть место просто так на дрезине тоже не получится, так как сторож на ЖД разрешает возить только знакомых ему людей. Барыга нам советует пойти пообщаться со сторожем, без проблем. У сторожа, видимо, проблемы с памятью. То забывает, кто мы и что мы, то забыл, что дал нам задание, ничего страшного. Настоечка чистой спиртяги помогает вернуть память. Проверено. А задание простое. Пойти на трансформаторную будку и рядом поискать медную проволоку. Правда, я это понял уже после того, как получил разряд. Не суйте, дети, пальцы в розетке. Далее барыга говорит, что дядь, теперь нам нужно подлечить сторожа. Лучший способ это накачать его отваром от Ильича. Бежим к Ильичу, и чтобы он дал нам своего отвара, нужно также достать 4 уха собак, побегать по болоту, пособирать травы аир, далее их посадить в бидон и найти кривое дерево. Там-то и вырастет корень. В общем, загоняли меня туда-сюда, но что поделать, выбираться-то нам нужно как-то. Приносим настойку, лечим сторожа и получаем предмет магнитный захват артефактов. Нужно сбегать на конец карты и там добыть артефакт. Артефакт добывается легко. Главное, чтобы не разорвало на части, как того бедного паренька. Земля тебе зоной. При добыче артефакта начинается мини-игра. Нужно нажимать клавиши, которые указаны на самом приборе. Базару 0. Приносим артефакт, а барыга нам говорит, мол, за эту штучку получим еще сверху 30 рубчиков. Приятно это слышать, но можно ли доверять? Конечно же можно. Барыги ведь никогда не врут. Следующим нашим союзником может стать сам Владимир Ильич. 3 раза к нему нужно прийти и отстрелять собак в количестве 5 штук. И третий напарник это Сан Саныч. Он перевозит различный товар на своем кадиллаке. Но вот незадача. Машина-то сломалась. Нужно ему добыть аккумулятор, свечи и масло с канистрой. А также заодно и пожрать принести. Ну и Сан Саныч ночью услышал какую-то жуткую тварь, обитающую рядом с мостом на берегу. Говорит, к ней лучше не идти, а если идти, то стрелять точно между глаз. Мне стало интересно, что это за тварь-то такая. Поэтому я решил задержаться еще на денечек и выйти на охоту уже ночью, потому что только ночью она выползает из своего болота и орет как потерпевшая. На удивление, этот мутант был супер простым. Убив эту глазастую залупу, я получил бесценный опыт и больше ничего. А теперь время отправиться в новый мир, так сказать. Для этого нам понадобится помощь Кочегарова. Он на своей кочегарке привезет прямо в город. Ну а далее спойлерить я не буду. Начинается не самая интересная часть этой игры. Знакомство с персонажами и их историей это одно, но совсем другое одеть на себя рюкзак Яндекса и бегать доставлять посылки из точки А в точку Б. Причем, прибежав в точку Б, нас могут снова отправить в точку А. И так бесконечный цикл круговорота сансары. В общем, загоняют как мамонта. Многие миссии однотипные. Убей собак, убей крыс, сходи на склад, принеси мясо, принеси хвосты и так далее. Ну что, переходим к обзору. Первое, что бросается в глаза, это устаревшая графика. Напоминает мне лично Готику 3 с чутка натянутыми шкурками. Ночью атмосфера неплохая, но как только выступает солнце, я действительно вижу пиксели и мыло у себя на экране. Для проекта 2019 года, который до сих пор находится в раннем доступе, все крайне плачевно. Также не стоит забывать, что Stay Out это бывший Stalker Online, который вышел в далеком 2013 году. Приключение в зоне начинается с создания персонажа. Чутка похвалю редактор, потому что кое-что да и можно сделать. Все персонажи так или иначе относятся к какой-либо фракции, которых тут около 11 штук. С каждой из них нас будет связывать репутация в конкретной группировке, что повлияет как на движение сюжета, так и на их желание с нами торговать. Кстати, торговля здесь реализована грамотно. Каждый персонаж, который захочет что-то у нас купить, рассчитывает только на определенные предметы, в соответствии с тем, чем он вообще занимается. Например, травник не будет покупать машинное масло и свечи зажигания, но с радостью заберет древесную кору и редкие растения. Также существует и возможность обмена между людьми. PvE геймплей базируется на выполнении типичных для MMORPG заданий в духе «убей, подай, принеси» с полезными наградами. Выдавать эти квесты будут NPC на станциях. На данный момент в игре около 16 больших локаций, а также более чем 90 видов мутантов. То есть заскучать здесь по сути не придется. По крайней мере я на это рассчитывал. Однако самую большую опасность представляют игроки, которые всеми силами будут пытаться отнять у вас все пожитки. Дело в том, что в Stay Out почти каждый предмет из инвентаря персонажа может выпасть при его смерти с определенным шансом. Шанс уникален для каждого предмета, но довольно высок. Например, артефакты выпадают шансом 100%, а буханка ржаного хлеба не выпадает совсем. По этой причине более опытные игроки превращаются в самых обычных помойных крыс, которые сами делать ни хера не хотят, а тупо чилят на выходе из локи в ожидании такого дурачка или новичка. Причем в игре есть карма. Если игрок убивает другого игрока, он становится ПКшником, то есть мародером. Если ПК
ПКшник убивает 2 игроков подряд, то после смерти от NPC-охранника он отправляется в тюрьму. Это отдельная локация, на которой 30-60 минут таскаешь камни, чтобы вернуться к нормальной игре. Но есть один прекрасный в кавычках момент. Ты можешь снять с себя этот статус мародера, просто убивая мобов. Получается так, что 90% ваших смертей от игроков будут происходить не в нормальной мужской перестрелке, как нам всем нравится и хотелось бы, а в спину от перекачанных коксакеров с АК-107, который засаживает всю обойму в одну точку за 200 метров. А представьте 2 таких коксакера, что будет? Правильно, ничего хорошего. Игра быстро надоедает и ты ее сносишь. Мистер Кабан, может у вас просто рук нет и вы не можете дать им отпор? Если бы все было так просто. В том случае, если ты отбиваешься от нападавшего на тебя коксакера, то есть убиваешь его, ты становишься сам ПКшником. Отнести артефакты в поселение, которые ты заполучил, уже не получится, потому что ты уже сам ПКшник и тебя будут атаковать NPC-охранники. Он тебя, конечно же, убьет, и ты потеряешь свои предметы. Чтобы сбросить статус, идем и убиваем кабанов. Весело, не правда ли? А судя по тому, что я прочитал от игроков Stay Out, сейчас ПКшник отлетает в тюрьму на 1 минуту, убивает тебя, забирает весь хлам, который ты лутал 3 и более часов, и продолжает в том же духе. Убиваешь ты его и снова тратишь какое-то время на сброс статуса, чтобы зайти и продать шмот. А стрельба в Stay Out, ну, как бы так мягко сказать, это ММО-шутер от третьего лица. Стрельба корявая, хуже, чем в PB. Да что тут говорить, даже мутантов часто тяжело убить, потому что анимация их движения это нечто божественное. Бегают дерганые, рывками, их маршрут не всегда понятен. Новички будут погибать по КД, так как скорость бега, выносливость, скорость при зарядке будет на низком уровне. Да, в Stay Out присутствуют навыки, которые, конечно же, нужно прокачивать. И делать это без премки сложновато, мягко сказано. А куда потратить деньги, поверьте, найдете. В игре около 60 видов оружия, а также можно накинуть обвесы. Плюс присутствует экипировка. Поэтому я и говорю, что без премки будет крайне сложно. Опыт, скидка, квестовые очки торговли и даже шанс на выпадение предмета – это все урезано. Хорошие новости для любителей survival песочниц. Stay Out вам тоже придется выживать. На персонажа действует голод, радиация, яды и прочие факторы. Чтобы не погибнуть, вам придется искать еду, воду и медикаменты. По поводу лута предметов. Я понимаю, что это все на вкус и цвет. Я обожаю гриндить, бегать по локациям, изучать их в поисках чего-то редкого. Но здесь это реализовано, как по мне, очень хреново. В прямом смысле тебе нужно пылесосить всю местность. Как бы лута не всегда много, особенно в популярных местах. К тому же, без подходящих навыков, ты будешь обычный ящик лутать около 20 секунд. Эти же ящики на таком контрасте, с такой цветокоррекцией не всегда легко обнаружить. Ты бежишь и прям лицом упираешься в каждый уголок. Ну а мало ли этот ящик лутается. И эта проблема касается не одного меня. Я немного понаблюдал за игроками. Все они бегают в точности как один. Конечно же, опытным игрокам это уже не грозит, а вот новичкам – да. В Stay Out доступно полноценное древо навыков с 6 ветвями. Выбирая, куда вкладывать очки, игрок делает выбор в сторону того, кем хочет быть в этом мире. Ветка боец поможет в бою, ускорив перезарядку магазинов и уменьшив тряску при стрельбе. Ветка сталкер пригодится при сборе хабара, отвечая за переносимый вес, дальность видимости предметов и увеличивая скорость спринта. Не все способности тут боевые. Ветки выживания, медики и охотник говорят сами за себя. А вложив очки в умения мастера, можно научиться крафтить высококлассные вещи, которые с радостью купят любые торговцы. С помощью разнообразных рецептов игрок может делать не только простейшие вещи вроде перевязочных бинтов, но и готовить более комплексные медицинские предметы, патроны, гранаты, расходники и настойки, которые временно улучшают характеристики. Подытожив, я могу сказать следующее. Мое мнение неоднозначное. Вроде как все неплохо. Графику слегка подправили, есть навыки, можно крафтить предметы, много оружия, экипировки, довольно-таки неплохие локации, а также PvP. Интересные механики. Бежать с зажженной спичкой нельзя, она сразу же потухнет. Оружие и вся остальная экипировка видна на самом персонаже. Ножи, винтовки и так далее. Если ты намочишься, твоя одежда тоже промокнет. С другой стороны, много багов. Часто выкидывает с сервера и дерганые анимации у мутантов. К тому же, выносливость работает не от самого бега или его скорости, а просто от нажатия на клавишу. Типа нажал спринт, и не важно, что ты даже не бежишь. Все равно выносливость будет тратиться. Не самая лучшая реализация лутинга. Скучная и длительная. Хотя для игры, построенной на такой механике, это серьезный минус.
Ну и естественно, как я говорил ранее, это донат. Да, можно играть без доната, но так делают только больные люди с каким-то отклонением, так как потратив 10 часов на лутинг, с донатом у тебя повышенный шанс на редкий предмет, а также опыт x2. Этим все и сказано, я быстрее прокачаюсь и быстрее налутаю, а тебе понадобится в лучшем случае более 30 часов, чтобы приблизиться хотя бы к моему уровню. Я лично свое время ценю, и если играть, то только с донатом.